Ребят, смотрите, вот еще одно здание BHMS. У них по всему городу несколько зданий. And they're in the center. They are in the heart of the city. Yeah. And this is number one touristic city in the country, you see? То есть этот зал может быть вашей классной комнатой. Здесь получается, вот видите, рояль. Вот это пример стандартной комнаты. So the employers are really grading the students in the final year. Of course, we have a lot of fun here at BHMS and our partners have fun with the students' internship as well. That's the most important thing. But the students need to be ready and willing to learn. Вы можете подать на scholarship. Scholarship — это не стипендия, но это такой хороший вариант скидки. Наш учитель нам даже как-то сделал как демо-версию приложения, которое действительно есть в отелях. Магди выучил самые главные слова. Стажировка. С таким образованием очень намного проще достичь определенной позиции намного быстрее. So many buildings here. Number one. Oh, all these are classrooms? Yeah. Oh, they see BHMS. Ah. We are the whole mafia here, yeah? Mafia, So these are two buildings. We're going to visit everything, right? Nice. And that is City Campus. This is accommodation for about 250 students. Yeah. Ребят, смотрите, вот еще одно здание BHMS. У них по всему городу несколько зданий. И вот историческое здание после вот этого. Вот это здание, это как раз BHMS. И сразу же видите, у вас здесь дворцы, замки, река, солнышко с той стороны. Но вот такая красота вокруг. How many buildings you have in total? Four in the city. in the city. All in the city center. Yeah. Very nice. We thought we were going to move to another big building, Yeah. but it would be outside the and then we did a survey. Yeah. Asked the students, shall we move to a big building Yeah. outside Lucerne or shall we stay here? Said, no, stay here. Yeah. We like it here. Yeah. И вот получается еще одно здание в самом центре. Я, кстати, остаюсь в гостишке 5 минут от отсюда, а вокзал в 10 минутах. And the train station is just 10 minutes. 10 minutes away. Yeah. To Paris, to Milano, Everywhere you want. to everywhere. Короче, везде, где хотите, да, Париж, Милан, все рядом. Блин, какая красота. В BHMS можно выделить 3 основных направления, по которым можно обучаться. Гостиничный бизнес, бизнес-менеджмент и кулинарное искусство. В течение всего сегодняшнего выпуска мы будем знакомиться со всеми факультетами, со зданиями, персоналом и узнаем детали об обучении. На концовку ролика, как вишенку на торте, я оставил кулинарию, потому что эта программа проходит в невероятном историческом здании. Вы все это увидите. Также хочу обратить ваше внимание, что каждая из программ в BHMS подчеркивает сочетание теоретических знаний и практических навыков. Они могут включать стажировки, посещение предприятий и другие практические занятия, чтобы подготовить студентов к реальным задачам. Особенности программ, включая их продолжительность, содержание курса и обязательные условия, постоянно совершенствуются, чтобы максимально соответствовать индустрии. По любым вопросам вы всегда можете связаться с нашими представителями на сайте SMAPS для получения самой актуальной и подробной информации. Но тем не менее, в этом видео я постараюсь показать вам жизнь, которой живет BHMS. We offer a range of hospitality, global and culinary programs, bachelor and master's level. And one of the great things about the study programs at BHMS is that you are focusing on study for 6 months, and then you get to go to internship where you put it all into practice, you get fantastic work experience, you network in the local communities, work on your language skills, and then you come back to the school and you do it all over again. So for the bachelor's programs, this goes for 3 years, and it means really that the graduates are super employable when they finish. Most of our students will want to do an internship because they come from a huge range of different countries, and it's really an opportunity to get experience and working in a different culture, in a different country,
And the reputation of Switzerland is pretty high, so having that on your CV, again, just adds a lot of value. We are here to support the students to find the correct, right place for the students. We are connected to all 4 different parts in Switzerland. We work in German, French, Italian, Romansh part. And of course, our main business is in hospitality. We can offer several different opportunities. After 3 years in Switzerland, the student has already 18 months practical internship experience, and afterwards to do an internship for around 1 year, either in USA, in Dubai or in the Maldives. They have a lot of their work experience, and we are connected, we can say, to the whole world. Первые 2 года это было в основном обучение в hospitality, потому что 3-й год у нас идет рассоединение, либо ты идешь на global бизнес, либо ты идешь продолжаешь изучать hospitality management. Я выбрал global бизнес, первые 2 года был у меня hospitality, общее понимание, что такое гостиничный бизнес, что такое ресторанная гастрономия. Вот, и на 3-й год у нас сейчас идет обучение углубленное в бизнесе, то есть понимание интернационализации, как устроен сам бизнес, как нужно делать стартапы, делать бизнес-анализы и все такое вот. То есть это даже вплоть до стартапов, до того, то есть не только там разбираете, как работать в отеле, да? Да. А у тебя был интерншип? Да, у меня 2 раза была уже практика моя. У меня первая практика была в Hilton Garden Inn в Швейцарии на позиции фронт-офиса. Здесь в Люцерне или? Нет, это было рядом с Цюрихом, в Шпрайтенбахе город называется, он, кстати, в 10 километрах от самого Цюриха. Вторая практика у меня была в Новотеле, который находится практически при аэропорту. Русский язык забывается. Я сам не знаю. Вот. И сейчас вот у меня идет 3-я практика. У меня сейчас интервью будет на следующей неделе в Ибисе на позицию уже бэк-офиса, так как больше уже углубленный бизнес, уже хочется что-то связанное как-то с офисом. Этот класс большой, очень хорошее пространство, большое, принадлежало университету Люцерна это здание, но университет Люцерна отдали вот это историческое здание BHMS, и сразу же отсюда у вас выход вот как раз на реку, на вот эти вот дворцы, замки, всю эту вот центральную красоту Люцерна. А вот это здание историческое, это стены Люцерна называется, это мне Магда так сказал, ворота, с которой начинается старый город. И чуть дальше, через 500 метров, начинается пешеходный Люцерн, то есть пешеходная зона. Так вот, вот эти стены, здесь можно, кстати, сделать тур, пройтись по всему этому замку, по всем этим стенам. Это, приблизительно вот как Кремль в Москве, да, вот стена была вокруг, вот это вот то же самое. Тоже такой местный Кремль. Nice. Ребят, смотрите, сразу же экраны, вот это студенческая лаунж-зона, где они собираются. Вот мы здесь видим, что происходит. Если вы учитесь на бакалавре, потом вы подаете на магистратуру, то вы можете подать на scholarship. Scholarship — это не стипендия, но это такой хороший вариант скидки. То есть, если вы продолжаете обучение, можно получить еще такой момент. Так, студенческий канцлер, который дает советы студентам, куда поступать, что делать, где работать. В общем, то есть здесь на кампусе прям еще работают советники, адвайзеры, канцлеры. I'm basically the first contact whenever students have a problem. It doesn't matter if it's heartbreak, academic, with the internship, with the roommate, whatever they have, I'm the first one. And if I'm not the one who can help them, I can guide them to Norbert or to Miss Heather to find a solution for their specific area. But the first person of contact is me. But it's also, I drive them to the hospital when they're sick, I make sure they have the follow-up appointments, I help them to go to the police when something is stolen, those kind of things, wherever they're lost in this country because they don't speak the language. Первые 2 года учеба строится на том, что класс длится 5 часов, и он, по сути, раз в неделю.
Вот немецкий один раз был 5 часов, в следующий раз будет через неделю тоже 5 часов. То есть отличие от нашей системы в том, что ты целый день делаешь один предмет. Да. У тебя нет в основном 2 класса в день. 2 класса появляются вот на 3-м году, потому что вместо 5 часов сокращается на 3 часа. Можешь сказать какие-то самые крутые предметы, которые у тебя были и чем они? Мне очень понравился аккаунтинг. У нас хороший Интересно. учитель. Да, мне на самом деле зашло вот это все счета. И могу еще выделить Small Business Management, потому что там, по сути, строили бизнес-план, просто придумали идеи и от начала до конца ее развивали. То есть у нас, по сути, готовый был продукт, который мы могли бы дать инвестору уже. Мы продолжаем по главному зданию ходить. Вот интервьюшки здесь происходили, потому что здесь офисы у команды BHMS, как раз у представителей BHMS. Starbucks, вот, пожалуйста, здесь со студентами мы общались, здесь лаунж-зона, еще одна, здесь тихие зоны для занятий и свой Starbucks. River, the length of it is 158 kilometers, the fourth largest river in Switzerland. Кстати, прикольно, да? Каждый класс имеет свое имя реки, дана информация по реке, допустим, длина этой реки. Одновременно ходите по классам и запоминаете какие-то реки, какие-то географические данные. Настолько просто, но классно, да? Hello. So this is an example of a standard room Wow. for 2 students. Неплохо, да? Очень хорошо. Очень хорошо. Вот это пример стандартной комнаты. Это вот как раз главное здание, ресепшн, через который мы вошли. So this is the main building. This is the main building. So this is the reception. This is the heart of operation. Yeah. Students post, we get sick, insurance, everything is ready. Everything, yeah. It's 24-hour service. This door is closed at some stage. Yeah. And students, they can open it up with their card only. Yeah. For security reason. Nice. Lift are operating only with their cards. Выходим на балкон. И на балконе здания, где мы были, где было занятие по e-commerce с профессором. Вот оно напротив, через реку. Вот вы видите отсюда, собственно говоря, с балкона реку. Вы видите стены. То есть самый центр, вот и как раз как бы вид, который у вас здесь есть. Do you do like trials for the young ones, maybe like a summer camps or? Yeah, we have a great summer program for 2 weeks in July, where I would totally recommend anybody who's thinking of coming to Switzerland for any kind of study, but looking at one of the BHMS programs in particular, come and try it. Experience Lucerne, and we give you a real mixture of some hospitality stuff, some business stuff, a little bit of culinary stuff, great excursions, fun kind of projects to work on together, and it's really, I wish I was that age again, because it's a really cool thing that they do. Сразу же есть у вас вот такие локеры в зданиях, что тоже очень грамотно. Элементарная вещь, но на самом деле грамотная вещь. То есть есть студенты, которые живут не на кампусе, а которые живут где-то там в других местах, приезжают, им надо что-то, какие-то вещи оставить, рюкзак кинуть, чтобы не таскаться с этим везде. Просто взял, бросил сюда в локер и пошел себе гулять. Просто элементарно, но важно. У меня немецкий, потом consumer marketing, organizational behavior и wine class, вино. Пьешь Да. вино там целый? Да. Вайн-тестинг. А что изучаете на вайн-класс? Мы анализируем, даем оценку, пробуем, смотрим и пишем анализ типа. Мне, кстати, говорили, что у вас какой-то там видео, у кого-то из студентов видеопроект делают.
Видеопроект — это, да, consumer marketing. Например, нам дали задание, чтобы мы пошли в какой-то ресторан, либо кафе, и делали survey questions, задать вопросы, потом снимать видео, аудио, и потом это презентовать. Как я сейчас делаю? Да. Потом презентовать в классе. Вот, кстати, американская кулинарная федерация. Здесь указаны партнерские вузы BHMS. И американская кулинарная федерация — это как раз две женщины-американки, которые прилетели 2 дня назад, приехали заниматься оценкой BHMS. И они дали свои лучшие оценки учебному заведению. It's wonderful. We look at absolutely everything here, and we have found everything to be top notch. Yeah. It's the most immaculate school that we've seen in culinary ever, and the instructors are top notch. Еще одно здание, где находится... You have classes and offices in here? Yeah. Здесь классы и офисы. Здесь, пожалуйста, BHMS. Это не все здание, но они часть здания берут к себе. Все находится рядом, все находится на одной территории, буквально минута. Каждое здание минута-две друг от друга. So we're going up? Yeah. That's a lift. Isn't that красиво? Очень красиво. Красота. Мы поднялись на вот этом вот фуникулере. Мы сейчас во дворце, который я снимал снизу. Смотрите, вот насколько walkable, да, называют Люцерн, то есть когда все можно обойти пешком. Кампус, да, одно здание, тут другое здание, там чуть дальше рядом с озером вот эта река, да, а вот у нас озеро получается, можно видеть, да. Вот тут, вот посмотрите, там можно увидеть флаг, сейчас я вам покажу. Вот здесь находится станция. Вот со станции до кампуса 10 минут. То есть можете представить, здесь перешли, и потом пошли. И здесь вот Lakeside, то есть здание на берегу озера, на стороне озера. Вот. И вот у нас само озеро и вот такие красивущие горы. He's telling me 5 minutes in, that's too long. It's very nice. Вот Магди сказал, вот это Ривелла, это швейцарский напиток здесь. Этот продукт производится из молока. Я, честно говоря, сложно в это поверить, но вот так. Вообще, по вкусу что-то между лимонадом, Red Bull'ом. Может показаться, что мы можем вас обманывать, и у нас здесь пиво, но нет, или сидр тоже нет. Ну вот, такие дела. Вопрос сразу же, да, оставлять ли чаевые официанту в Швейцарии? Как здесь принято? Вот Магди мне говорит, все это на усмотрение человека. То есть здесь сервис не включен. Много где, да, во многих местах сервис не включен. Вот я вчера был в пиццерии, не включен сервис. Сейчас мы были здесь, тоже не включен сервис. Это вы решаете. Он говорит, что, как правило, мы можем оставить 10%. Хорошее настроение, много выпил, можешь оставить и 20%. Но это абсолютно. То есть, если ты просто оплатил картой, ты можешь также выйти, и не обязательно, да, что ты там должен оставить, прям вот обязательно должен оставить чаевые. То есть, вот так. Швейцария — это одна из немногих стран, где вы можете купаться в каждом озере. Здесь купаются, кстати, и летом, и зимой.
зимой здесь тоже есть свои моржи, которые приходят, купаются. Вот это, кстати, ресторан BHMS. Здесь сразу же ребята и кушают, и работают, и плюс персонал учебного заведения здесь же работает и обучает. Здесь происходят классы по сервису. То есть, когда нам нужно тренироваться, как носить разные вещи, обычно это самый первый год, перед первой практикой, то это происходит тоже здесь. Вы здесь делаете hotel management, бизнес, что у вас? И то, и то. Да. То есть две программы. Первые 2 года программа одна и та же у всех, а на 3-й год можно выбрать бизнес или hotel management. Дальше на 2-м году более идет углубление на ресепшн, как работает отель, как работают условно там закупки разного всего для отелей, ресепшн, бэк-офисы разные, а 3-й год уже каждый фокусируется именно на том, что ему будет нужно дальше. Во время первого года, наверное, это был сервис-класс, было интересно узнать нюансы, как работают файн-дайнинг ресторан или как на баре работать. 2-й год это, наверное, small business management. Мы говорили, как можно придумать идею для бизнеса, как написать бизнес-план. 3-й год мы организуем ивент сами для выпускников прошлого года. То есть этого года выпускников, но у них будет вечеринка в этом году, и мы организуем вечеринку на 300 человек. Вау! Швейцарский сервис считается лучшим в мире. Можете ли это подтвердить или опровергнуть? Ну, сравнивая, я работала здесь и работала в Америке, хочу сказать, что, наверное, стандарты здесь все-таки выше. И распространяются они не только на, допустим, кухню, допустим, стандарт к приготовлению блюд, еще также на сервис. Это очень строгие стандарты, начиная от того, как лежит вилка, до того, как ты уносишь тарелку, когда она уже конец сервиса. То есть стандарты действительно очень высоки, и люди ожидают очень многого, когда берут на работу, поэтому я понимаю, почему говорят, что это лучший сервис в мире. Thank you. Сразу же у вас на кухне профессоры, шефы, студенты. Hello. Hi. My name is Igor from Synapse, from partner company. И вот кампус, мы сейчас зашли с заднего входа, потому что припарковались. Вот это кампус Lakeside, да, историческое здание. Сейчас я вам покажу. Вот я отсюда вышел. Историческое здание. Вот так все это дело выглядит, очень красиво. Normally for Saturday, Sunday, public holiday, we have the brunch here. Also dinner and also term break. And at what year? They started from the first year of study? First year, but my class for the advanced class is second year. Наверху мы смотрели комнаты, они вот там. А это такая еще лаунж-зона, вот с красивого холла, когда мы поднимаемся, здесь лаунж-зона, и здесь, видите, сразу же барчик такое, и вот это помещение студентам дают для там партии какой-то, они делают там веселье, веселятся. Холодная готовка, горячая готовка, все самые последние технологии. Там ребята готовили, осьминоги лежат, ну короче там всякие разные блюда, все что хотите. Вот это отдельно для работы с шоколадом, с шоколадными продуктами, и выпечка и шоколад. Вот это отдельно тоже у вас кухня для этого. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за success story, о которой они говорят? То есть я так понимаю, что ты интерншип какой-то крутой взял. Я сейчас, я работал мою последнюю практику с мандарином Ориентом, который только открылся. И получается, это был вот опыт всего открытия отеля. И насколько я знаю, из нашего университета вообще, не так много ребят увидели эту возможность, что это очень крутой опыт, но мне повезло. И ты работал прямо с открытия, над открытием отеля? Да, то есть с самого открытия, с самого начала мы открывали все рестораны, мы
выбирали места для хранения, куда что положить, стандарты все составляли. То есть это было здорово. Хоть я и был практикантом тогда, но работа чувствовалась более на таком более высоком уровне и относились, конечно. У тебя это один экспириенс такой, или ты сейчас планируешь еще дальше куда-то двигать? Нет, вот у меня был такой опыт в начале, когда я работал, и когда я завершил свою практику. А сейчас я устроился работать туда на постоянную основу по программе «Юный профессионал». И получается, сейчас я работаю в качестве сомелье, коми-сомелье. Расскажи немножко про то, что ты делаешь сейчас как сомелье, и что нужно, какие навыки нужны, чтобы разбираться вот во всем этом деле. Ну, очень важно, конечно, у нас в университете был курс по винам, когда мы немножечко более детально изучали, чем красное от белого отличается. И мне очень понравилось, я продолжил это дело изучать еще в свободное время. И сейчас в данный момент работаю. Конечно, нужно очень серьезное внимание к деталям, нужно уделять время на то, чтобы выучить какие-то позиции в винном листе, но сам по себе винный сервис, он все-таки довольно интересный. У меня получилось найти стажировку, и я нашла ее в довольно интересном месте, так как не часто туда студенты уезжают на работу. Я уехала в Цермат, это один из туристических спотов в Швейцарии, и я проработала там летний сезон. И, в принципе, довольно successful. Отличная альтернатива для стажировки, потому что там не особо спрашивают немецкий, французский, там много иностранцев, поэтому они спрашивают английский. И, в принципе, там более чем возможно найти стажировку в хороших позициях, но туда долго ехать. Учась здесь в Hospitality, в Business Hotel Management School, ты можешь работать также не только в отелях, правильно? Да, то есть на самом деле это все зависит от человека, от его желания где-то получить работу. Ну, грубо говоря, мы можем даже оплайниться в Google, в Chanel, куда угодно. Потому что по факту везде нужен сервис, везде есть какие-то свои ритейлерские, там, например, магазины и так далее. То есть, и всегда можно пойти в сейлс, пойти работать в магазин, где ты будешь продавать дорогие там, часы Rolex или так далее. Или ты можешь пойти в HR, что мы тоже здесь изучаем, маркетинг, ну, все что угодно. Это зависит все от человека, от его навыков, его желания что-то найти. Лекционный зал. Сразу же рядышком у вас получается вот этот вот красивый холл, где сейчас занимаются сервировкой. Сервировка всего, и вечером будет у них большой банкет, то есть здесь лекции, там сразу же практика, причем не просто практика, да, вот в таком красивом, очень красивом зале. То есть этот зал может быть вашей классной комнатой. Здесь получается, вот видите, рояль у вас, еще класс, и дальше вот так вот, да, все это дело идет, и там вот этот вот красивейший зал. Наверху здесь комнаты, где живут ребята. В течение 3 лет студенты приобретают все основные навыки, необходимые для работы в лучших ресторанах мира, в одной из самых быстрорастущих отраслей. BHMS находится в Люцерне, в самом сердце Швейцарии. 2 соседние страны – Франция и Италия имеют невероятные кулинарные традиции. Во время обучения эти кулинарные традиции и навыки сближаются, создавая уникальный и вдохновляющий учебный опыт.